Здравствуйте, мои хорошие. Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». Я его ведущая и создатель Екатерина Варади. Сегодня я прожила 107-й день со дня ухода в другой мир моего, младшего сына Ивана. Ну, вы знаете, что у нас сейчас очень много комментариев, слава богу, и в них очень часто пишут: мне не снится мой ребенок, я не получаю никаких знаков от него, и поэтому я думаю, что там ничего нет. А другие видят эти знаки, видят сны про своих детей, и, соответственно, они придерживаются другого мнения. И вот что я сегодня хочу сказать, вот будет это основной темой нашего видео сегодня, это то, что я считаю, что если вам не снится ваш ребенок, и вы не чувствуете от него, не видите от него никаких видимых знаков, ну, там, явлений, да, каких-то снов, каких-то слов, которые вы вдруг слышите, то это вообще ничего не значит. И мне Ваня тоже практически не снится. Я вам сейчас подробно расскажу о том, вот, что было, но, в общем, снов с участием Вани практически не было. И в какой-то момент я поняла совершенно неожиданную вещь, причем неожиданную для меня прежде всего. Для вас она сейчас тоже будет, наверное, неожиданной, потому что я вдруг поняла, что вообще не факт, что я хочу, чтобы он мне снился. Ну, теперь давайте, как обычно, я про главную мысль сказала. Если вам тема интересна, вы будете смотреть. Но сейчас я коротко расскажу о дне, потому что, ну, это как бы дневник, да, но я все-таки приболела, поэтому, если вы слышите у меня голос слегка гнусавый, это связано, конечно, с этим прежде всего. Хотя также и с тем, что я сегодня выпустила очередное видео на своем втором канале, и, конечно, оно вот там в связи с тем, что я погружаюсь в болезнь Вани, и еще в связи с тем, что там достаточно много жестких очень комментариев, которые чуть ли там не обвиняют меня в его смерти. Это, конечно, очень тяжело. Меня пока это очень сильно выводит, потому что, ну, вы знаете, вот оно возвращает туда, в те времена, когда было очень все намного хуже, и я еще была, наверное, в намного худшем состоянии, потому что, ну, когда ощущение беспомощности, когда ты ничего не можешь, ничего не понимаешь, ты еще не имеешь никакого опыта, это очень тяжело. Но, в принципе, по-любому, гнусавый голос был по-любому. Вот, поэтому я сегодня осталась на даче, наши все уехали. Мы с Джеком остались, мы ждем мужа, который приедет в субботу. Я пытаюсь отлежаться, ну и заодно занимаюсь каналом, естественно. И смотрю видео с Чарли, щенком моего старшего сына Саши, его жены Насти. Вижу, какие они счастливые. Мне жутко его... Я, конечно, очень рада этому, но, с другой стороны, мне страшно хочется этого Чарли отжать себе, потому что я так понимаю, что животных много не бывает. Вот. Но они пока мои цепкие лапки его не дают, потому что понимают, чем это может кончиться. Поскольку изначально Джек был Сашиной собакой. Сейчас он мамина собака, то есть моя. Вот. И теперь, значит, возвращаемся к снам. То есть, как бы бытовой фон у меня только такой, я ничего не делала больше, только лежала, отлеживалась и с Джеком гуляла максимум. Ну, Джек тут гуляет без поводка, рассекает, значит, пробегает огромное количество, поэтому дрыхнет, как убитый потом ночью. Так вот, что касается снов. Вот я по комментариям вижу, что наши с вами, да, зрители, они делятся на два лагеря. Ну, слава богу, не противостоящих лагеря, а просто два лагеря. Две группы, скорее даже, да. Первое – это люди, которым снятся их близкие, подают им какие-то знаки, они с ними там беседуют, и, соответственно, благодаря этому они убеждаются, что жизнь есть там, они ждут встречи с своими детьми, а в процессе этого потихонечку налаживается их жизнь здесь, на Земле. А также есть люди, которым ничего не снится и никаких знаков свыше не поступает. И вот именно вторым этим очень тяжело, это безумно тяжело, потому что это прям чувствуется из интонации, что мне не снится мой сын, там ничего нет, там все. Именно вот эти люди, они говорят, естественно, что там нет ничего, никакой жизни нет, мы все умираем, и это окончательно. И
я прекрасно понимаю, что это вызвано именно болью, именно горем. То есть не то, что люди хотят разуверить нас, типа, ребята, горюйте сильнее. Это действительно люди, которые из своего собственного опыта извлекли вот такой вот вывод. И я могу сразу сказать, что я не собираюсь никому доказывать, как устроен загробный мир, поскольку я там не была, я не знаю. Я говорю просто ход своих мыслей и свой опыт, вот только свой, я никого не учу. Я могу, предположим, дать какой-то совет. Вот, как мне кажется, из моего опыта, может быть, стоит сделать так или этак. Но это, поскольку я не эксперт, там, не коуч, никто, то есть я просто мама, у меня есть свой какой-то, вот у меня никак не удается закрывать лампочку головой, почему-то сегодня, вчера удавалось, вот, а сегодня лампочка вылезает из-за меня, вот, извиняюсь за прерывание, вот, и то есть я рассказываю только опыт, то, как я это понимаю. Ну, здесь я хочу остановиться чуть-чуть, поблагодарить за то, какое огромное количество комментариев я получаю, какое огромное количество историй. Да, это такие истории, от которых периодически просто кровь стынет в жилах и просто слезы наворачиваются, и ты с этим человеком плачешь дистанционно, да, потому что ты настолько чувствуешь. Вы знаете, вот, ну, интернет прекрасно передает же интонации, боли, все. Но одновременно с этим возникает совершенно удивительное чувство, ну, по крайней мере, у меня, что вот мы можем друг другу сочувствовать, и что нас понимают люди, которые понимают похожее, потому что я вижу, что очень многие жалуются на то, что ну, общество так стремится к позитивному образу жизни, что как бы считается, что человек со своим горем никому не нужен. То есть не горюй молча, сиди тихо и не порт нам настроение. Да? Даже родственники очень часто придерживаются такой точки зрения, там, перейди, прости, забудь и так далее. Помню, вот у меня в видео даже было такое название. Это не значит, что я поддерживаю, это как раз наоборот, значит, что я не поддерживаю вот этой точки зрения. И вот давайте, значит, мои личные отношения со сном. Вообще, какое у меня отношение со снами, да? В детстве мне какие-то снились сны, какие-то были кошмары, но практически никогда не было каких-то таких связанных снов, которые я могла бы записать или я бы запоминала. Ну, были какие-то, наверное, кошмары, которые помнились какое-то время, там, короткое. Но в целом с возрастом сны у меня прошли. И сейчас у меня в основном такое, что я иногда утром вспоминаю, что как будто бы я ночью что-то такое видела, но оно вообще не оставляет никаких следов в душе, и я моментально об этом забываю. То есть я уже к утру не помню абсолютно. А, В принципе, я читала, конечно, много всяких обоснований этому всему, да, психологических, что как бы считается, что если у тебя подсознание может переработать все, что с тобой происходит, то у тебя нет снов таких. А если у тебя возникают какие-то образы постоянно, то, значит, у тебя там сознание с чем-то не справляется, но это не всегда линейно. То есть не значит, что если ты там не можешь справиться там, с проблемами по работе, тебе будут сниться именно проблемы по работе. Там, может быть, вот я помню, вот единственный, пожалуй, сон, я помню, у меня был сон, что мне нужно спуститься с лестницы, то есть я как будто бы поднялась наверх на какую-то то ли крышу, то ли на скалу, и мне надо с нее спуститься, и я вижу, что у меня нет лестницы. Вот у меня есть на самом деле страх высоты, и он был какой-то период жизни, когда он у меня обострялся настолько, что проходил в сны. Но он так достаточно быстро прошел, и слава богу, вот этих снов у меня таких нету сейчас. Вот. И собственно, после ухода Вани мне было очень интересно, действительно, будет ли он мне сниться. Я надеялась, что он мне будет сниться. Но первые 3 дня прошли так, что Ваня же ушел во Фрайбурге, в больнице. Ну и мы, когда простились с ним, пошли в больницу все втроем и легли спать, хотя было уже утро, в принципе. Вот. И тут произошла совершенно необычная вещь. Ну, я отдельно потом запишу видео о первых днях, это само по себе важно, но произошла такая вещь, что я поспала совсем немножко, потому что мы уже утром вернулись. Я проснулась, и у меня было потрясающее, мне ничего не снилось, но у меня было потрясающее ощущение света и тепла. Причем свет был не внешний. Я вообще при свете спать не могу. И там во Фрайбурге гостиница такая, что там и жалюзи есть, и еще плотные занавески. И кондиционер. То есть там вообще темнота абсолютно полная. То есть темнота полная была даже днем. И этот свет, он шел не от наружного источника. Этот свет был внутренний. И ощущение прям вот тепла, ласки. Вот такой вот. И, безусловно, вот это ощущение у меня связалось сразу с Ваней, потому что
вот именно с ним. То есть, ну, то есть это объяснить сложно, да, но человек понимает, откуда это ощущение. А, и очень такое сильное, соответственно, состояние, ощущение присутствия его. Поэтому я первые дни плакала, но совсем мало, вот как ни странно, да. Хотя потеря была безумно тяжелая, была свежая, я видела, как он умирал, то есть, ну, все 33 удовольствия в кавычках. Вот, и что интересно, что через 3 дня вот это вот теплое чувство, теплое вот это прям свет, вот прям конкретно ты просыпаешься, окутанный весь вот этим светом, вот это все пропало. То есть, ну, опять же, я вспоминаю церковное учение, да, что первые 3 дня душа с теми, кого она любит. Вы можете вполне сказать, что я себе сама этого внушила, но, в принципе, я спала с снотворными, то есть там фиг себе внушишь что-нибудь с этими снотворными. Вот. И потом это вернулось похожее ощущение после 40-го дня, но там оно было еще более сильным в том плане, что там оно продолжалось не только утром, оно продолжалось и днем. У меня было полное ощущение, что у меня горе вообще прошло. Это где-то дней 8 так было. Потом горе вернулось. И опять же, здесь я объясняю, что 40 дней – это когда душа уже уходит на свое окончательное место пребывания, и там она уже остается. И я из этого поняла, что Ваня ушел в хорошее место, вот по ощущениям. Но, опять же, в снах все эти 40 дней не было Вани вообще, не было никаких сюжетов. И точно так же, как я раньше не видела снов я так и не видела. Значит, что касается знаков, то знаков у меня не было никаких. А вот например, вполне может быть, кстати, что, да, я, по-моему, в одном из видео рассказывала, но я понимаю, что каждый раз у видео есть новые зрители, поэтому те, кто меня смотрит постоянно, извините, пожалуйста, я чуть-чуть повторюсь, но недолго. У моей свекрови, она живет вместе с сестрой мужа, и Ванька там, это в деревне венгерской, ну, в восточной части Венгрии, на границе рядом с Румынией и Украиной. Ванька там проводил совсем мало времени. Но периодически он туда любил ездить, но буквально мы всегда ездили без ночевки даже, потому что там и спать особо негде, плюс там нет кондиционера, жарко, безумно там еще жарче, чем вот в Будапеште, и вот там, где у нас дача. Вот, и там у них были какие-то мелкие такие эпизоды, я уже сейчас их не помню, но 2 очень ярких эпизода были. Это один эпизод, это то, что у свекрови ей подарили года 3 или 4 назад, подарили такой макет церкви, ну, католической. И макет такой, который с выключателем, и можно включить, и зажигается свет. Ну, это на Рождество такие вещи дарят обычно, и такое очень уютное освещение, такое, знаете, сказочное получается. Но они эту штуку поставили куда-то там на шкаф, и никогда ее не зажигали с тех пор. То есть, ну, знаете, вот из серии подарка, что не знаешь, что с ним делать. Вот вроде как не выкинешь, потому что он красивый, а ну как бы в жизни он особо не нужен. Тем более они как-то не особо в Рождество украшают дом, вот остается так. И вот там, после того, как они приехали с Ваниных похорон, они сидели, разговаривали вот в этом помещении, где у них этот храм стоит, они разговаривали о Ване. И вдруг там включилось освещение. Мы получили фотографию этого, но в связи с тем, что я на даче сейчас, я опять-таки не могу ее вставить в видео, потому что это просто какое-то будет многочасовое ожидание из-за одной этой вставленной фотографии. Но он простоял, то есть нам послано было доказательство, и, значит, они, когда увидели, что оно зажглось, они слегка прибалдели, конечно, посмотрели, и выключатель стоял на позиции «выключено». И там были батарейки, то есть он не от сети работает. Там были батарейки, которые по всей логике, по моему опыту вообще, вот каждый год, например, я в кондиционере, мы на дачу возвращаемся, я меняю батарейки. То есть они за 1 год они умирают. Там 4 года, и ничего не произошло. Ну, даже 3, если взять. Это первая история. И он там горел какое-то время, а венгерская наша бабушка боялась, что Ваня ее к себе зовет, поэтому, значит, она жутко этого храма боялась. Что они там с ним сделали после этой недели, я не знаю. То есть вот, то ли сам он погас, то ли они его все-таки убрали куда-нибудь, чтобы он не напоминал, не знаю. Потому что сестра мужа к этому относится положительно, свекровь относится отрицательно. И второй был такой случай, который достаточно яркий. Это то, что сестра мужа убиралась в комнате, а у них там особо никаких безделушек нет. То есть есть стол, накрытый салфеточкой. Вот она эту стол вытирала пыль, она салфетку эту сняла, стряхнула на полу, на столе вытерла пыль. Потом возвращается с этой салфеткой, из которой она выбила пыль, и смотрит, что ровно посередине стола лежит перо птичье.
Соответственно, это дом, то есть это не на улице стол, дом. Она только что там все убирала. На потолке ничего нет, кроме потолка. И именно перо, по-моему, дятла, я вот плохо помню, но помню, что это перо именно той птицы, о которой они разговаривали в их последний разговор перед уходом Вани. И она, конечно, обалдела, она тоже нам сфотографировала это. И вроде бы как он ей являлся тоже в видениях, то есть ей казалось, что он такой веселый, что у него все хорошо. И вы знаете, самое просто идиотское в этой ситуации то, что я стала на него обижаться, на Ваньку. То есть не на них, естественно, на Ваньку. Думаю, ну я вот с тобой была все время. Я по тебе так горю, я твоя мама. А ты вообще мне ничего не показываешь, не говоришь, а мне от этого ужасно плохо. Я какое-то время прям всерьез обижалась. Вот сейчас совершенно идиотизм об этом вспоминать, да, вот у тебя умер сын, а ты на него же сердишься, на него же обижаешься. И самое было интересное, что мне, видимо, это не только у меня происходит, потому что когда я занималась с психологом, она мне говорит, а вы же, наверное, еще и на сына обижаетесь, я на нее глаза выпучила, я ничего не рассказывала. Ну, потому что я сказала, да, обижаюсь, ну, в общем, клиника, да, называется. Но, видимо, это не только у меня у одной. Вот. И потом я вот, знаете, я, наверное, просто как предприниматель, я не знаю, я же в бизнесе всю жизнь, я, наверное, привыкла себя анализировать. То есть у меня сын говорит, что мам, таких осознанных людей, как ты, достаточно мало вообще. То есть я действительно все как-то пытаюсь разложить на полке, при том, что я не человек порядка, в принципе, такого сверхпорядка нет. Я стала думать, вот я хочу, чтобы Ваня мне приснился. И потом вдруг такое, а ты действительно этого хочешь? Это вот ровно как та была история, когда Ванька умирал, и я молилась Богу о том, что, Господи, верни его любой ценой, верни его любой ценой. И потом мне пришла мысль, а действительно ли ты хочешь, чтобы он вернул его любой ценой? Представила себе, как Ванька болеет, как у него там болят ноги, как он не может ходить, как у него это рано выделение, и вообще все, и поняла, что, Господи, да на все будет воля Твоя. И он тогда начал уходить. А при первой моей молитве у него порозовели губы. Значит, соответственно, и вот здесь я тоже, а я действительно хочу, чтобы Ваня мне приснился. И ответ для меня самой был совершенно неожиданным, потому что я себе сказала нет. Почему? Ну, во-первых, в принципе, в целом, вот я по себе знаю, что сон невозможно заказать. Но когда мы говорим, что я хочу увидеть моего сына, да, то на самом деле, хоть мы и не даем списочка такого, да, но мы на самом деле чего хотим? Мы хотим, чтобы наш близкий пришел, чтобы мы увидели, что он здоровый, мы увидели, что он счастливый, улыбается, что ему хорошо, что он с нами разговаривает, мы его обнимаем, чувствуем его тепло, нам хорошо, и мы просыпаемся успокоенными. То есть вопрос такой у меня возникает сразу. Можем ли мы быть уверенными, что нам приснится именно такой сон? Вот на самом деле есть венгерский анекдот замечательный. Вполне может быть, что у него есть аналоги в других странах. Я не слышала, но это ничего не значит. Какой вариант того, что по проспекту Национального музея в Венгрии, это центральный, один из центральных проспектов Венгрии, пройдет розовый слон? Правильный ответ 50%. Потому что либо он придет, либо он не придет. Соответственно, 50%. Вот здесь та же самая история. Вот если подумать из того списка, который я огласила, достаточно будет какому-нибудь одному отсутствовать для того, чтобы мы проснулись неуспокоенными, а наоборот еще более в плохом состоянии. То есть наш, например, ребенок будет не веселым, а будет грустным. Соответственно, мы проснемся, и нас будет колотить ужас от того, что ему там плохо. Или он, например, будет счастливый и веселый, но на нас не посмотрит, с нами не поговорит, мы будем думать, значит, мы, наверное, чем-то провинились. А еще хуже, вот с моей точки зрения, самый страшный вариант – это не кошмар. Это даже не то, что мы ребенка не увидим в хорошем виде. А самый страшный вариант – это то, что тебе снится реалистичный сон, когда твой сын тебе приходит, обнимает, ты его любишь, и ты ощущаешь, что все как раньше, потом бац, этот сон кончается, и ты понимаешь, что это, прошу прощения за мой французский, был только сон. И вот тут, с моей точки зрения, горе, если могло усилиться, то оно усилится многократно, вот по себе. Я совершенно точно пойму, что это усилится. И поэтому как бы я поняла, что вот этого чувства я переживать не хочу. А гарантировать того, что будет все так, как хочу я не могу. Поэтому лучше, пожалуй, я даже не буду об этом думать. Но, тем не менее, у меня за это время были 3 сна про Ваню.
Но я их вообще не отношу к категории снов видений. Это вот как раз, по-моему, игры моего подсознания. Потому что первый сон, и, кстати, они были очень хороши для моего вразумления. И в том числе, я думаю, они повлияли на мое такое решение. Значит, первый сон был такой, что мы с Ваней в больнице. Ну, больница это там, где мы лежали, но больница выглядела совершенно по-другому. И вот мы лежим, у него же здоровая рана была в спине, и вот я вдруг вижу, что у него из этой раны течет опять кровь и гной, хотя этого уже в последнее время не было. И я думаю, боже мой, опять это начинается. И я смотрю, вижу испуганные глаза Вани, как-то мельком, да, так, и что надо срочно приглашать медсестру, и я куда-то бегу, и на этом просыпаюсь. И у меня не было ощущения кошмара от этого сна, но поскольку я в этом жила больше года, но у меня было ощущение, что и вот ты плачешь о нем, ты горюешь, и ты хочешь, чтобы он в это вернулся. Вот ты опять хочешь, чтобы у него были больницы, страх и рана, и вообще все это. Нет, я поняла, что нет, я этого не хочу. Что меня устраивает. Вот, знаете, ужасно звучит, да? Но меня устраивает, что он ушел и сейчас не страдает гарантированно. То есть он сейчас не страдает, у него нет болезней, нет этого ужаса. Второй сон был очень похожий, только еще хуже. Тоже мы лежим в больнице, там Ванька практически совершенно не участвовал. И только я выхожу во двор больницы зачем-то и вижу, что приносят гробы пустые. И там их штук 7, по-моему, ставят. И я так думаю, что, ой, наверное, вот, значит, сегодня столько народу умрет. И я от этого просыпаюсь. И у меня опять даже, ну, во-первых, сон уже менее приятный, но опять же не воспринимается как кошмар, поскольку я гроб тоже видела. А увидев гроб своим мертвым ребенком, ты уже потом других гробов как-то вообще в принципе не боишься. Вот, и у меня опять же такое, я думаю, вот хочу я опять вернуться вот в этот ужас, хочу ли я переживать вот этот кошмар, и опять думаю, нет. И третий сон был, это уже не сон про Ваньку, в принципе, но вот это тот самый ужас, о котором я говорю. То есть мне приснилось, что мне звонит телефон с рингтоном Ваньки. То есть у меня на всех членов семьи свой звонок. И у Ваньки тоже был рингтон такой, знаете, звонок веселый такой, хулиганский такой же, как Ванька. К сожалению, я на телефон записываю, поэтому я не могу вам показать, чтобы вы послушали этот рингтон. Вот. И я просыпаюсь от этого звонка, и тут у меня просто слезы градом, потому что я понимаю, что этого не может быть, поскольку Ванькин телефон лежит выключенный у меня на столе, я его никому не даю. Я его не включаю, потому что мне это слишком больно. Соответственно, вот это все, что я видела из знаков, вот имеется в виду знаков, которые я своими глазами видела или ощущала от моего сына. И как бы после этого желание, чтобы сын приснился, становится совершенно неоднозначным. И второй вопрос, да, который у меня возникает, ну, здесь, вы понимаете, здесь, опять же, я сейчас говорю как верующий человек. Я прошу прощения сразу у тех, кто неверующий. Это не потому, что я хочу вам навязать свою веру, да, или свои идеи. Просто, ну, все равно я живу в какой-то парадигме, и у меня, естественно, мысли тоже такие же. Я практически уверена, что их все можно адаптировать к тем, которые не верят, там, не христиане, не верят вообще ни во что. Любое из этих слов, там, Бог и так далее, можно заменить на мироздание, на что угодно, на судьбу, да можно вообще ни на что не менять. То есть мое православное восприятие, что есть добрые и злые духовные силы. В православии их называют, добрых называют ангелами, злых называют бесами. Насколько я знаю, среди людей неверующих тоже есть представление, что есть добрые духи, есть злые духи, демоны. Собственно, именно поэтому, в связи с тем, что я знаю, что есть эти сущности, и злые сущности, они обладают достаточно большой властью, потому что они в прошлом были ангелами. Поэтому я не считаю любой необычный сон автоматическим посланием от того человека, которого я люблю, от умершего, да, и от ушедшего человека. Потому что, ну, во-первых, сон может иметь психологическое происхождение, как я говорила, а с духовной точки зрения вполне может быть такая история, что, например, бес прикинется моим ребенком, мне даст ложную надежду, ложное какое-то ощущение, после чего я ему начну верить, он мне начнет, это, как обычно всегда бывает, с первого шага ты веришь, второй шаг веришь, третий шаг веришь, с пятого шага ты веришь
безоговорочно, а потом шестой шаг тебе показывает что-то, что совершенно не соответствует истине и тебя уводит в какие-то дебри. То есть это касается, кстати, отношений с людьми. Вот ты встречаешься с кем-то, кто-то очень хороший, 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 ты ему уже доверяешь, потом тебе какую-то подлянку кидает, да. Поэтому надо изначально смотреть и следить за поведением человека. Если тебя что-то настораживает, то на это что-то, на свой внутренний голос надо обращать внимание. И вот мне кажется, что сны надо очень сильно фильтровать и думать просто, насколько они соответствуют тому, что вы знали о своем ребенке. Вот здесь я вспомню визит моего свекра к моему мужу, когда свекр умер, то он ему явился 2 раза. Один раз молчал, по-моему, а второй раз, я не уверена, что молчал, но не помню ничего такого серьезного, что муж говорил, он тоже не особо охотно об этом говорит. А вот второй раз ему отец сказал: слушай, здесь так хорошо, пойдем со мной. А муж ему сказал: нет, у меня 2 маленьких детей, я ни с тобой не пойду, у меня есть дела. И вот, знаете, здесь у меня такой очень странный возник вопрос, и я тут же это, кстати, мужу озвучила. Потому что его папа, он был крайне, как это называется, вот я по-венгерски знаю это слово, да, то есть человеком, для которого семья была очень важным, для него семья была центром. Он никогда не разрешал, например, свекрови влезать в нашу жизнь, говорить мне или про меня, не дай бог, ничего. Просто вот, хотя он мягкий был человек, но просто жестко сказал ей, что нет. Потом мне муж сказал, потому что действительно никогда никто мне ничего не говорил из его семьи. И для него, он обожал внуков просто. И для него было настолько нехарактерным прийти к сыну и сказать: слушай, пойдем со мной, когда он знал, что у него одному ребенку 2 года, а другому 10. То есть и я ему сказала, говорю: слушай, ты уверен вообще, что, мне кажется, что-то не он был? Он говорит: слушай, да, говорит, все что угодно может быть, но поскольку, мне кажется, мужу-то было страшно. Он же не спал в этот момент, то есть он вот увидел это видение такое. И то есть как бы, да, и действительно любящий отец, который любит внуков, который любит сына, знает, что для него важна семья, захочет ли он его звать уйти с собой. Вот вопрос, да. Я не имею на него ответа, я не знаю, кто к нему приходил. У меня возник вот такой вопрос. И я для себя, пожалуй, укрепилась в такой позиции, что если Бог, Господь, да, решит, что мне нужно Ваню увидеть, Он эту ситуацию разрешит таким способом, что после этого я не буду биться в конвульсиях. Потому что, ну, судя по тому, что мы ведь читаем в Библии, там, когда ангелы или там какие-то видения были, они никогда не были страшными. Вот когда они были от Бога, они никогда не были страшными. Там ангел Господень всегда в первую очередь говорил: не бойся, я ангел Господень, тебе ничего не сделаю. Потому что все нормальные люди впадали в инфаркты. Я вот всегда детям в церковной школе говорю: а что бы было бы, если бы перед вами появился ангел? Они говорят: мы бы обрадовались. Я говорю: так, а теперь все остановились и представили себе, вот мы с вами сидим здесь, и там вот в том углу кто-то появляется, прямо на ваших глазах материализуется. Тут дети, значит, немножко зависают, потом говорят: ну, пожалуй, бы, наверное, не надо. Вот, то есть мне даже при этой мысли становится страшно. Но когда-нибудь я вам расскажу о ситуации, когда я действительно услышала голос, он абсолютно был не потусторонний, но так звучал. Я чуть инфаркт не схватила, будучи 12 лет от роду. Вот, и после этого я очень всерьез задаю детям такие вопросы и иногда привожу примеры, что не так работает это все. Вот, то есть, скажем так, я не охочусь за знаками, потому что я считаю, что Господь, если сочтет их нужными, Он мне их даст в должной форме. В какой форме, я не знаю. Потому что даже вот первые 3 дня вот это тепло и свет для меня являлись абсолютно неожиданным реакцией. И моя собственная реакция на первые 3 дня или даже первые 40 дней, моя реакция на похоронах Вани, меня саму удивляла. Вот. И вот сейчас как раз я, вспомнив похороны, вспомнила женщину, которая отпевала, то есть как отпевал священник, а он пригласил, я попросила хора, он пригласил одну женщину, которая тоже потеряла сына, у нее очень красивый голос, и она нам пела, я там попросила, чтобы он спел гимн Пресвятой Богородицы, это перевод с греческого «Огни Парфена», там что-то еще, вот. И очень красивая мелодия, Ванька ее любила очень, и она пела там нам. И потом мы с ней разговорились, и оказалось, что у нее ушел сын. Я уже сейчас, честно, прошло время, я не помню, то ли 2 года назад, то ли там несколько лет назад, то ли 3 года назад, что-то такое. По-моему, еще до начала войны, потому что они из Украины сами, беженцы. Он ушел от болезни, и
Она очень сильно молилась Богу, она верующий человек, она очень сильно со слезами молилась Богу, чтобы ей еще раз увидеть сына. И сын к ней ночью пришел, он сел на кровать, он был теплый, он был такой же, как обычно, она его обняла, он улыбался, он был счастливым, но он с ней не разговаривал. И она, проснувшись, обрыдалась вся, естественно. Потом пошла к батюшке, рассказала, то есть к отцу Михаилу рассказала эту историю, что он ей сказал. Ну, отец Михаил, он очень замечательный человек, просто вот человек, который действительно тебя поддержит всегда. То есть никогда не скажет вот какой-нибудь ерунды из серии «забудь и перестань плакать», «не перестань горевать», это там твой грех гордыни. То есть это вот никогда ни одного слова ничего такого не говорил. Вот, и она ему, значит, плача говорит: я не пойму, почему он со мной не говорил. Он ей говорит: слушай, ну ты же не на ты, по-моему, или, может, на вы, не знаю, ну, слушайте, ну вы же просили о том, чтобы вы увидеть, вы его и увидели, вы же не просили о том, чтобы его поговорить, ну вот, чтобы с ним поговорить, ну вот видите, Господь как бы услышал, но вы его больше не отвлекаете, у него там свои дела. И, э, и вот здесь момент такой, вот знаете, откуда, почему вообще считаем, что ушедшие должны приходить к нам по нашему зову, по нашему требованию. То есть мы понимаем, что они нас любят, и мы думаем, ну, мама зовет, понятно, да? Но мы же о том мире ничего не знаем, то есть мы совершенно не представляем себе, какие у них задачи. Им тоже надо там, скажем, акклиматизироваться, у них там по-другому течет время, у них там, мы совершенно не представляем себе, как устроено пространство. Поэтому вполне может быть, что мы своими запросами можем им просто помешать. Вот. И дальше у меня вот такой возникает вопрос, ну, логичный, да, потому что вот у нас, как я сказала, два лагеря, одни видят, другие не видят. И почему такое, что одни видят, а другие не видят? Вот по мне, с моей точки зрения, у меня родилась такая аналогия со спортом. А, как у разных людей есть разные способности к спорту, так у разных людей есть разные способности к сновидениям. Вот я знаю людей, у которых сны – это целая история, по которым можно писать книги. А, и есть кто-то вообще сны записывает. Кто-то видит, наоборот, кошмары страшные. Вот я знаю мальчика, который у нас ездил в церковную школу, он просто просыпался каждый раз в холодном поту от совершенно жутких кошмаров, которые его мучили. Ну, он, кстати, художник, и он рисует достаточно такие мрачные картины, которые вот просто вот у него такое босховское видение, как у Босха. Вот. А четвертый, вот как я, вообще ничего не помнит, например. То есть у меня способностей к сновидению нет явно совершенно. И точно так же в музыке кто-то имеет слух и способности, другой нет, к танцам, к теннису, там, к любому виду спорта. И, соответственно, как мне кажется, что если я плохо играю в теннис, из этого не следует, что тенниса не существует. То есть, если я плохо вижу сны, если я, в принципе, не склонна видеть сны и не вижу снов о моем ребенке, это не значит, что там ничего нет и что там моего ребенка не существует. То есть для меня это прям вот главная цитата, потому что как бы я первая могла бы сказать, что раз я не вижу моего сына, значит его нет. И вот опять же возвращаясь к тому, что в принципе мы хотим сон по нашему техническому заданию. То есть как вот мы хотим именно нашего близкого. Именно увидеть, мы еще хотим услышать, мы хотим потрогать, мы хотим поговорить, мы хотим, чтобы он был счастлив, мы хотим, чтобы он сообщил, чтобы все нам было хорошо, и чтобы после пробуждения нам стало легче. То есть, знаете, такое серьезное техническое задание, что на выполнение его, ну, понимаете, во-первых, мне кажется, что если мы увидим нашего близкого, как я уже говорила в начале, хорошим, счастливым, теплым, уютным, он нас поцелует, то нам вообще после этого легче не станет. Вот мне точно нет. Мне станет поганей в 15 раз. Потому что я так уже привыкла, что его рядом нет. А так я опять захочу, чтобы он был рядом. И я буду выть после этого, я не знаю сколько времени, просто действительно выть. Это я не как говорю, как для красного словца, потому что периодически я вою. Вот по мне вы не скажете никогда, но я вою, да. Я просто очень с собой хорошо владею и вою, как правило, когда нахожусь одна. Иногда могу повыть при муже или при сыне крайне редко, когда прям совсем припрет. Или когда они прям вот попадут в болевую точку, вот что-нибудь такое спросят вот про мое состояние, когда меня прорывает всю защиту. Вот. И то есть как бы мне кажется, я не вправе требовать от высших сил вот такой точной технической задачи. И опять же, мне прям реально страшно, если хоть один пункт этой задачи не будет выполнен. Мне кажется, от этого будет только хуже, поэтому я тихо сижу и не отсвечиваю, что называется.
Вот, прошу прощения, что я периодически молодежным лексиконом говорю, но вы для меня уже стали такими родными, что я с вами немножко начинаю общаться, как с моими родными. А у меня родные в основном молодежь, и, соответственно, мы с ними там вот приблизительно так общаемся. Ну, даже с бабушкой, с дедушкой и с мужем мы тоже там хулиганим по-всякому. И вот как бы здесь еще, почему, мне кажется, может человек не видеть сны, даже если даже любой человек, то есть мне кажется, как любой человек, в принципе, может научиться рисовать, и любой человек может научиться играть в теннис, хоть как-то. Он не будет, может быть, Борисом Беккером, скажем, но он сможет научиться играть в теннис. Так, мне кажется, каждый сможет услышать своего близкого, но представьте себе радио, да, вот помните такое радио с крутилкой такой, который крутишь и подбираешь частоту. То есть не диджитал вот это радио электронное, а старенькое еще такое. Когда тебе радио попадает в первый раз в руки, ты тратишь тучу времени для того, чтобы подобрать хоть какую-то частоту. С каждым днем ты набираешься опытом. Ты знаешь, в какую сторону тебе, куда надо повернуть, что нажать, для того, чтобы получить то, что тебе надо. То есть, и да, и сигнал становится яснее, потому что ты учишься тюнинговать вот это дело правильно. И вот здесь, мне кажется, вот как вам сказать, вот здесь важен для того, чтобы услышать наших близких, мне кажется, нужно уметь настраивать вот эту чистоту внутри нашей души. Для меня, опять же, как для верующего человека, я очень сожалею что те, кто неверующие, могут подумать, что я там навязываю постоянно свою позицию. Вы меня, ради бога, простите, ну просто не могу. Я же рассказываю про себя, не могу никак обойти это. Вот. То есть для меня таким опытом стала молитва. Вот вообще, когда ты начинаешь, ты приходишь к Богу, ну, я пришла к Богу 29 лет, соответственно, у меня большой опыт жизни без Бога, и, естественно, когда я пришла, начала молиться, мне не очень-то шло. И поначалу это прям, вот знаете, как молишься, это как камни поднимаешь. И вообще-то говорят, что молитва – это тяжкий труд, потому что на самом деле это же ты не читаешь молитву, ты должен это в голове тоже молиться. Вот. И в данном случае это я не имею в виду, что молитвой я научилась вызывать Ваню, а скорее то, что молитва помогает мне войти в состояние тишины, внимания, любви, такой внутренней открытости. Получается, что я, как правило, даже если в плохом настроении начинаю читать канон за единоумершего, к концу этого у меня проясняется. Иногда бывает, я плачу в течение всего времени, но в конце у меня все равно прояснение идет, и я потом после этого канона я молюсь за нас всех, ну там за семью, за галерею, за церковную школу, за клуб, за вас, за всех, за ваших ушедших, за всех усопших, за больных. То есть абсолютно за всех молюсь. Вот. И после этого, когда я совсем уже закончила, молюсь за домашних животных тоже, то есть за всех совершенно. Вот. И за мир за наш, чтобы война скорее закончилась, чтобы меньше людей умирало, чтобы мир стал здоровее и чище и так далее. Вот. И после этого у меня какое-то более светлое такое ощущение, и я начинаю разговаривать с Ванькой. То есть я ему рассказываю, что у нас было, я целую его, представляя себе, что я целую его, я прошу его помолиться за нас, чтобы у нас все было хорошо, чтобы мы смогли пережить это горе, чтобы мы могли успокоиться и так далее. Вот. И вот тут есть такая интересная история по поводу молитвы. Ну, опять же, не обязательно же молиться, можно просто думать о ребенке и внутренне разговаривать с ним. То есть вот был такой митрополит Антоний Сурожский, это очень интересный человек, это белая эмиграция еще, то есть он сын дипломата очень крупного, который уехал из России сразу после революции, но жили они очень бедно, потому что его отец считал, что не имеет права использовать те знания, которые ему дала Родина, раз он с Родины уехал. То есть он работал там разнорабочим, поэтому они жили очень тяжелой жизнью. И вот этот мальчик, который потом стал митрополитом Антонием Сурожским, он был совершенно неверующим и уверовал лет в 16. Когда ему рассказали, ему протоиерей Сергий Булгаков приехал в детский лагерь, стал рассказывать о христианстве, его разозлило до такой степени, он сказал, что это за мерзость, это ваше христианство, мерзкое, слюнявое, вообще отвратительное. В злости приехал домой, достал их Евангелие и говорит, я должен убедиться, что это действительно такая же гадость. Значит, стал читать Евангелие, и оттуда взял совершенно другое, потому что протоиерей Сергий Булгаков был про мир и смирение, а этот подросток ему было про войну и про защиту и про вообще, потому что христианство и про это тоже. И вот постепенно он пришел к вере, закончил медицинский университет, стал хирургом. Во время Второй мировой войны, работал во Франции, в французском сопротивлении, врачом, хирургом. И постепенно он настолько пришел к вере, что стал священником.
И потом стал епископом и митрополитом Сурожским, то есть вот эта английская епархия вся православная была его, и он очень многих обращал к православию, он был крайне скромным человеком, то есть, ну, это, я об этом могу рассказывать много очень, поэтому просто любимый человек мой, потому что он замечательно совершенно писал книги, выступал по радио, то есть, ну, и разговаривал человеческим языком. Не вот это вот иже отроки, повеивая крылами, зашли куда, то есть на нормальном человеческом языке говорил о вечных истинах, которые любому человеку, мне кажется, интересны. Вот, и к нему пришла одна женщина и говорит, что я молюсь все время Богу, и ничего не происходит. Вот я молюсь, молюсь, молюсь все время. А и вот тут они задают вопрос, а ты его ответ слушаешь? Она на нее смотрит, говорит, это как? Он говорит, ну мы же с тобой разговариваем, вот ты мне говоришь, я тебе говорю, это у нас диалог. А ты, я так понимаю, разговариваешь с Богом и не даешь ему слово вставить. Вот ты как молишься? Зажигаешь свечи, молишься, потом закончила молитву, свечу погасила, ушла. Где Бог тебе отвечать-то будет? Как? То есть ты же пошла делами заниматься, у тебя уже устроение душевное изменилось. Но женщина на нее посмотрела круглыми глазами, пошла пробовать. И через некоторое время приходит и говорит, ой, владыка, вы были правы. Оказывается, Бог-то мне отвечает и вообще со мной разговаривает, и мне так здорово, потому что она после этого сделала следующее. Она молится, после этого она принесла туда качалку, вязание, и садилась, вязала и слушала тишину. И постепенно она в этой тишине, у нее произошел этот тюнинг, да, радиопоиск волны, она стала слышать Бога. Но Бог не в плане того, что он являлся ей, не в плане того, что он ей прям в ухо вещал через громкоговоритель, а вот ощущение, что какие-то мысли, ведь Бог же, он же по-разному может давать. Он может давать какие-то воспоминания, какие-то идеи, какие-то мысли. Вот как мысль создать канал была совершенно точно не моя. Ни в одном страшном сне я себе этого представить не могла, что я вылезу на YouTube. Вот у меня ощущение, что мне сверху по темечку брякнули, и я, как это, тут же побежала, хвост задрав, сделала канал за час. Вообще, то есть просто я сама от себя была просто в шалевшем состоянии, уж не говоря про мою семью. Называется, дочка уехала на 2 дня во Фрайбург забирать это самое вещи сына. Приехала ютубером. Вот тоже, знаете. И вот у нее тоже пошел ответ Бога. И он это рассказал. Я это прям очень сильно запомнила. Поэтому тоже стараюсь вот после молитвы именно сидеть, разговаривать с Ваней. И, соответственно, если человек неверующий, то я не совсем знаю, как это получается. Но судя по тому, что мы видим комментарии, далеко не только верующие получают знаки и ощущение присутствия своих детей. Среди них много неверующих. Поэтому вот я начала с того, что у кого-то больше, может быть, способностей, кто-то, может быть, больше настроен на своих родственников. И я не знаю, если вы так попробуете садиться, просто говорить со своими родственниками, а потом с детьми, ушедшими, там, родителями, мамой, женой, мужем, что вы, я не могу гарантировать, что вы точно услышите их ответ. Но с моей точки зрения попробовать стоит. Но это не значит, что если вы его не услышите, чтобы опять вот погрязнуть в чувстве вины, что значит я его недостаточно люблю, значит я недостаточно его там, я не знаю, недостаточно хорошо что-то сказала. Мне кажется, вот здесь вот насиловать это чувство нельзя. То есть оно постепенно, вот знаете, мне кажется, вот даже если вы не верите в Бога, поверьте мне, что провидение знает наше тело и наш рассудок лучше, чем мы. Поэтому оно нам дает ровно столько, сколько мы можем понести. То есть оно не даст нам такого знака, от которого мы рухнем и потеряем вообще всякий сон и все что угодно. Вот. И мне кажется, что вот вы просто садитесь, разговариваете с сыном, с дочкой, там, с кем-то разговариваете, что произошло сегодня, что говорите, как вы скучаете, вспоминаете какие-то случаи из его жизни, просите его там за вас замолвить словечко, просите помочь пережить горе, а потом его слушаете и просто пытаетесь как-то позволить ответу прийти в той форме, в какой он придет. В какой он будет, неизвестно. Может быть, родится какое-то необычное воспоминание, какая-то необычная мысль. У меня, например, рождаются очень часто какие-то совершенно необычные мысли. Вот YouTube, например. То есть у вас как бы, как вам сказать, есть желание, но нет обязанности добиться контакта. Есть просто спокойная попытка. И с моей точки зрения, опять же, только мое мнение, что может помешать? Та же аналогия с радио. Радиопомехи. С моей точки зрения, отчаяние, гнев,
вот вы начинаете говорить с ребенком и начинаете говорить ему, а все равно я никогда его больше не увижу. Это ужас, это кошмар, как я буду жить, я не смогу больше никогда жить, у меня никогда не будет радости, у меня нет смысла жизни. А, какое-то внутреннее требование от себя, да, и ожидание конкретного результата. Это все те помехи, как мне кажется, которые могут вам помешать а, услышать, потому что, знаете, как представьте себе, когда глушат сигнал радио, да, то есть с одной стороны выпуск сигнал идет, оттуда идет, а здесь идет вот преграда, и вы ничего не слышите. Поэтому именно поэтому мне кажется, что сначала нужно попытаться вот это убрать, потому что я просто вижу по комментариям этих очень многих мам, что они находятся по сей день в отчаянии. То есть вот уже много лет прошло, они в отчаянии, плачут и винят себя, говорят, что никогда больше не будет того-то, того-то, того-то. То есть это то состояние, когда вот прям кто-то же говорит, что я себе не позволяю радости. Как же я могу радоваться, если мой ребенок умер? Вот мне кажется, когда вот ты себя вот в этом постоянно останавливаешь, очень сложно добиться ответа, потому что ты как бы сам себе говоришь, я хочу тебя услышать, но тебя же все равно нет, я же тебя все равно не увижу, у меня все равно, у тебя же все равно там все нету, ты все в яме. И все. И мы на этом как бы блокируемся. И это ужасно, жутко тяжело. То есть это, упаси бог, что вы подумали, что я это осуждаю. Это безумно тяжело человеку просто. Потому что периодически я же сама тоже в это скатываюсь. И чувство вины у меня было. И мало того, я сейчас веду вот этот второй канал, в котором меня регулярно обвиняют в том, что я сама угробила своего сына. Что у такой матери недаром сын умер. Вот такие комментарии. Да? Я каждый раз реву над этим. То есть потому что я действительно все время думаю, а вдруг я что-то сделала неправильно, я могла его спасти и так далее. Ну, у каждого, ну, каждая мать, это же она мать все равно. Вот, и, то есть, грубо говоря, сформулировать так, что иногда наше отчаяние настолько громкое, что мы за ним не то, что другого не услышим, мы даже себя не слышим. Вот, и тут, кстати, есть такая история по поводу того, когда мы что-то получаем, да, вот в Библии есть, опять же, извиняюсь, в Библии есть такая история, ну, не, как бы, Господь говорит, что если кто-то молится с верой, то он получит желаемое, а если кто-то молится одновременно, оглядывается назад и думает, что он не получит, то у него ничего не получится. И вот у меня есть классическая история, в которой Господь меня слышит всегда. Вот просто не боюсь этого слова. Это парковка. Я всегда могу найти парковку, потому что я всегда об этом молюсь. Значит, мы вот как это выглядит на практике. Мы едем, например, в храм, предположим. Значит, мы знаем прекрасно, что когда мы едем в субботу или в воскресенье, или в какой-то будний день, там вообще нереально, храм в самом центре, нереально поставить машину. Значит, приблизительно мы доезжаем до моста, мы говорим, так, я говорю, так, молимся о парковке. Мы там минут 3 молимся, и даже если стоит безумная очередь из парковочных мест, 100% всегда перед моим носом выезжает машина, я паркуюсь. Самый для меня зрелищный момент был, это когда мы ехали в Брюсов переулок в Москве. Это было еще до войны, естественно. И мы ехали зачем-то ужинать, по-моему, в какой-то ресторанчик грузинский. По-моему, Брюсов переулок. Там, это было воскресенье в Москве, бесплатная парковка, забито было вообще все. И мы поехали на машине. У меня сын говорит, слушай, может, пешком? А пешком там минут 40. Я говорю, слушай, не, пешком нет, погода плохая, холодно, мерзко. Помолимся, нам Господь даст. Он говорит, ну, как знаешь, говорит он. И мы едем, все вообще забито, вообще намертво, просто все забито. Я молюсь об этом, Господи, помоги, пожалуйста. Ровно перед рестораном, перед нашим носом освобождается место, мы на нее плавно встаем, и как будто ничего не было, значит, заходим в ресторан. Значит, с тех пор дети, они приблизительно так уже стали хулиганить. То есть мы едем куда-то, неважно, там, в церковь, не церковь, дети такие, ангел, ты где? Ангел, мы тебя молимся, парковочку нам дай, пожалуйста. То есть вот в таком вот стиле. И самый прикол, что реально помогает всегда, но чтобы вы поняли, помогает только эта молитва 100%. Почему? Я потом задумалась, почему. Вот я думаю, казалось бы, если вот с парковкой так, ну попроси, что хочешь. Нет, потому что почему-то с парковкой я уверена, что меня Господь слышит. Единственное, что я всегда прибавляю, если будет на то воля твоя. Вот иногда приезжаешь в магазин за туфлями, а там парковки нет. Ты говоришь, Господи, если на то будет воля твоя, дай мне, пожалуйста, припарковаться, купить туфли. Если мне туфли не нужны, иногда бывает, что парковки нет. Но, как правило, я редко езжу по магазинам, поэтому, как правило, парковка есть.
Вот, мои дети надо мной страшным образом издеваются, говорят, что если тебя причислят к лику святых, то ты будешь святая покровительница тех, кто хочет припарковаться. Ты будешь у нас ответственна за парковку. Это они хулиганят, потому что, ну, в православии же есть разделение. Тот, значит, при таких болезнях, тот от пьянства, тот от наркомании, тот от еще чего-то. Вот я, значит, вы сами понимаете, что это, безусловно, шутка и ни в коем случае не богохульство. Вот. Соответственно, знаете, что вот я уже заканчиваю, потому что я и так наговорила, бог знает что, ну, бог знает сколько, но тема важная. Вот реально важная, потому что она возникает практически вот после каждого моего видео и во мне самой это тоже возникает, и не один раз. Ам, Что дает мне присутствие Вани? Мне присутствие Вани прежде всего дает вера, которая была уже до этого, да? Реальная вера, только я никогда не думала, что эта вера мне настолько поможет, если Ваня уйдет. А, Потому что об этом люди говорили, что вера дает силу, но я никогда не думала, что настолько. Вера, любовь к нему, да, ощущение его присутствия в моей жизни. То есть вот я все время вспоминаю Ваньку, и мы все время вот даже за столом говорим, вот что бы сказал пожилой кролик на это? Ну, пожилой кролик тебе бы сказал вот это. И там, или это, или что-то. То есть мы его вплетаем в нашу жизнь, в наши анекдоты, в наши хохмы. Там, типа, вот пожилой кролик сказал бы что-то, и у меня сын старший говорит, пусть молчит, раз ушел, пусть там сидит молча и не вякает. Вот, то есть вот такие, ну, как бы вплетаем в ткань нашей жизни его. А, Дальше, что меня очень сильно удерживает, то, что я знаю Ваньку, и я знаю, что он никогда бы не хотел моего разрушения, моих слез. То есть для него это был самый страшный кошмар его жизни. Даже слезы радости, даже слезы при чтении какой-то книжки. Для него это был ужас кромешный. Он ненавидел все книжки и вспоминал потом каждое место, когда я там пролила хоть какую-то слезу. Я совершенно уверена, что после смерти люди не меняются. Вот не знаю откуда, но я абсолютно уверена. И я по ощущениям чувствую, которые я от Ваньки ощущаю, вот я от него ощущаю до сих пор его вот эту теплую, абсолютно хулиганскую энергию. И некоторые знаки, которые мы воспринимаем знаками, это в его стиле. То есть, мне кажется, он остался таким же хулиганом и провокатором, каким был. Я уверена, что, во-первых, он хочет, чтобы я не горевала, и что он хочет, чтобы я жила. Потому что он всегда мне говорил, мам, ты что, из-за меня плачешь? Ты что, с ума сошла? Это вообще ерунда, не смей. Не смей даже вообще ни разу. Я ему говорила, Ваня, я за тебя хочу жизнь отдать. Ты что, мама, лучше пусть я буду болеть. То есть он этого настолько не хотел, что я, если даже допустить, что там, вот давайте представим себе, может быть, там ничего нет, но даже если есть 1% возможности, что там Ванька, который страдает из-за того, что я здесь вою и плачу, я не хочу своему сыну даже в этом 1% давать страдания. Он здесь настрадался и так. Поэтому я со своей стороны пытаюсь сделать все, чтобы жить так, как он хотел бы меня, чтобы я жила. И вот я все время его помню, потому что вот этот канал я делаю ради него и во имя его. Еще дела, которые мы хотим с мужем делать. Мы хотим учредить медицинский центр, который, ну, альтернативный, да, который поможет людям, от которых отказалась медицина. И там больных, бедных брать бесплатно. Мы уже учредили в честь его стипендию для детей, у которых нет средств для обучения. То есть мы стараемся делать, мы там помогаем вот этим собакам, поводырям для слепых. То есть я все время делаю какие-то вещи ради Ваньки. И у меня такое ощущение, что чем больше я с ним молюсь, о нем вспоминаю, тем ближе с ним связь. И чем больше я делаю канал, чем больше я вас ощущаю своим сообществом родных людей, тем ближе он ко мне становится, чем больше я этого тепла и радости ощущаю внутри. Вот я совершенно не могу этого вам объяснить, почему это так происходит, но это реально так. Помните, я рассказывала про Чехию, да? Когда я приехала и в последний отель, и мне показалось, что его там нет, он еще не доехал. А как только я помолилась, это ощущение, что он присутствует, появилось. И у меня полное ощущение, что он с нами был и в Карловых Варах, и в Брюсселе, и в этом самом, и в Марианских Лазнах, где мы были. Вот, то есть, грубо говоря, мне не нужно Ваньку видеть каждую ночь во сне и получать от него какие-то знаки для того, чтобы чувствовать его присутствие и чувствовать его любовь. Вы можете сказать, что это все, что происходит, это происходит все в моей голове, что это все придумала. Я вам отвечу словами Дамблдора. Да, это происходит в моей голове, но откуда вы знаете, что это не происходит на самом деле? И все-таки подолью немножко дегтя в эту сладкую бочку меда, что все-таки со снами надо быть осторожными.
все-таки, да, как бы нам не хотелось увидеть своих ближних, но надо понимать, что за пределами жизни действуют такие силы, законов которых мы не знаем, и принципов жизненных их тоже не знаем, поэтому с ними надо быть просто осторожней. Если у вас есть какое-то сомнение, то лучше не принимать это видение, то есть от него отдалиться. Как бы вам не хотелось его принять, но если что-то беспокоит, вот как вот в свекре моем, да, то есть не каждый сон обязан что-то означать, грубо говоря. Вот, и мои хорошие, я бы хотела сказать просто вот как мне вот все время каждому хочется сказать, я стараюсь каждому это сказать, кому успеваю ответить на комментарии, что если вам не снится ваш ребенок, ваша жена, ваш муж, мама, папа, племянница, я не знаю, не делайте из этого страшного вывода, не думайте, что там он вас не любит или его нет, там ничего нет, раз он вам не снится. Вы просто не знаете, почему вам ничего не снится, и вполне может быть, что вам это пошло бы только во вред. И вот здесь еще, знаете, есть такая для меня метафора. Вот есть Нью-Йорк. Мы все знаем, что он существует. Мы можем... Там живут люди. Мы до них можем дозвониться. И представьте себе, что с Нью-Йорком происходит что-то такое в плане какая-то... не катастрофа, а какая-то неполадка, да, в сетях. И у них они переходят на другую частоту, и есть какой-то период достаточно длительный, когда мы не можем с ними вступить в связь, не можем позвонить. Но от того, что мы не можем позвонить, и мы не будем слышать людей оттуда, от этого же не значит, что Нью-Йорк пропал с карты Земли. То есть, если мы его не слышим, это не значит, что его нет. Та же самая история с нашими снами. Если мы не видим снов про ребенка, это не значит, что его уже нет и что там ничего нет. Значит, что-то в нас либо препятствует этому, либо нам это не нужно, либо нам это сделает только хуже. Просто имейте в виду вот этот вариант, просто представьте себе, что вот вы увидите во сне вашего ребенка как живого, и потом как вам будет просыпаться. Вот иногда Бог, провидение, судьба думают об этом больше, чем мы, и понимают о нас больше, чем мы себя понимаем. Вот, то есть я, опять же, говорю только за себя, ребят. Я не даю никаких советов и рекомендаций, никого не сужу. Мне страшно жалко тех женщин, которые чувствуют в себе отчаяние, много лет уже не могут улыбаться и не могут чувствовать радость. Мне безумно хочется им помочь. Безумно хочется, чтобы они увидели эту радость, но не против же их силы, да. То есть не взять за шкирку и заставить, но это ж нереально. И сказать им, хватит вот это вот. Я не буду говорить, потому что сама ненавижу это. Я против этого кардинально. И вы знаете, вот я читаю комментарии, я многих уже узнаю в этих комментариях. И знаете, удивительное ощущение, что в лицо я никого не знаю, но у меня есть ощущение, что вы все для меня родные. Вот это какое-то ужасно теплое ощущение, такое приятное. Мне кажется, что у нас начало уже формироваться какое-то такое теплое сообщество людей, которые друг друга слушают, друг с другом делятся и получают некоторые облегчения. Даже облегчение от того, что вы можете написать сюда то, что вы не можете сказать близким. Потому что уже очень многие люди писали, что не можем никому рассказать о своем горе, вот только здесь можем. И это вот ради этого, собственно, все делалось. Ради этого. Не ради пиара, не ради того, чтобы моя физиономия была видна на экранах, потому что у меня этого хватает в жизни, у меня галерея и публичность. Я и так как бы все время нахожусь в состоянии, когда я не могу показывать свои чувства, я должна держать лицо и так далее. То есть нет. Но вот ради этого сообщества я практически на все готова, правда. Вот, что я еще хотела сказать. Я продолжаю за каждого из вас молиться, за каждую из вас молиться, за ваших ушедших молиться. Я абсолютно уверена за всех ваших ушедших, что они вас очень любят, что они очень хотят вам помочь, и что они очень хотят, чтобы вы их увидели и услышали. И я очень надеюсь, что после сегодняшнего выпуска, может быть, хоть кому-то, хоть на какое-то время станет немножко легче. Ребят, я вас очень люблю, я вас обнимаю, я вам передаю столько силы и любви, сколько во мне есть. Не факт, что во мне хватит, да, но мне кажется, любовь — это та вещь, которая не кончается. То есть если ты ее отдаешь, ее становится только больше. Вот это вот та сила, которая совершенно не работает по земным стандартам. То есть вот чем больше ты ее ощущаешь, тем больше у тебя становится сердце и душа. Вот это вот 100%, я уверена. Поэтому я очень надеюсь, каждому из вас хоть немножко сегодня помочь. Я вам желаю, чтобы у вас все было хорошо, мои дорогие. Держитесь. Я вам желаю сил, я вам желаю света, я вам желаю радости. Я вам желаю светлой, теплой, ласковой памяти о своих близких, которая лишена вот этого жжения безумного, которое вас разрушает. Всего вам хорошего, мои дорогие. До свидания. До завтра.